между митингом сепаратистов и армянских националистов 30 октября 2022 года в азербайджанском Ханкенди под прикрытием российских миротворцев с требованиями отделения Арцаха от Азербайджана и аналогичным по содержанию митингам армянских реваншистов в Ереване 5 ноября 2022 года произошло очень знаковое событие. Президент России Владимир Путин наградил орденом почета католикоса всех армян Горегина II. Об этом сообщила 4 ноября пресс-служба Кремля. Очень символично также Владимир Путин этим же указом наградил орденом мужества 336-ю отдельную гвардейскую бригаду морской пехоты России. Становится понятным, на какие силы делают ставку реваншисты и армянские националисты, пытающиеся вновь поднять тему Миацума и организовать новую оккупацию азербайджанского Карабаха Арменией на духовенство и российскую армию. Российская армия сегодня увязла в Украине, и пока что заниматься армянским реваншизмом, несмотря на все желания могущественного армянского лобби в Москве, просто не может. Однако, по духовной линии на Южном Кавказе возможны самые неожиданные сюрпризы. Начнем с того, что сам проект Армянской апостольской церкви с центром в Эчмиадзине уникален. К христианству он давно имеет очень далекое отношение, но стал образцовым проектом, который, отравив национализмом рассеянную на Востоке этно-религиозную группу, создал армянскую нацию с выдуманной и фальсифицированной от начала до конца древней историей. Эчмиадзин давно стал проводником интересов как Ватикана, так и связанных с Ватиканом крупных геополитических игроков на Востоке. Между тем, Ватикан в последнее время делает явную ставку на экуменизм, который им понимается как объединение всех религий под патронатом римского папы. И одним из главных экуменических игроков в русле этой политики, как это ни странно, является Эчмиадзин. Это кажется странным в первую очередь потому, что нет религиозной концессии более исламофобской, чем армянская церковь, и нет более исламофобского национализма, чем армянский. Но при этом Эчмиадзин поддерживает прекрасные отношения с иранскими аятоллами, главным духовным центром которых, как известно, является священный для мусульман-шиитов город Гум в Иране. Во многом политическая власть в Иране находится не столько в Тегеране, сколько в Гуме. Светские функционеры тегеранского режима находятся в полной зависимости от аятолл, определяющих всю политику страны. И эта политика реально бесконечно далека от защиты интересов мусульман, иначе как объяснить поддержку Ираном оккупации Армении, мусульманских азербайджанских земель и изгнания из родных городов, и сел свыше 1 миллиона мусульман-шиитов. Союз Гума и Эчмиадзина, чем дальше, тем больше становится выразителем таких геополитических центров, как Ватикан и Париж на Ближнем и Среднем Востоке. В условиях ослабления Москвы они пытаются найти замену российскому военному присутствию, пытаются организовать новую систему геополитических сдержек и противовесов, в том числе и в регионе Южного Кавказа. К сожалению, некоторые искренне верующие азербайджанцы-шииты пока не до конца понимают, что духовные авторитеты в Гуме уже давно, по сути, их предали, и в любой момент принесут в жертву или сделают изгнанниками по просьбе своих друзей в Эчмиадзине и Ватикане, как это было с азербайджанцами Карабаха, Зангезура, Еревана и других исторических азербайджанских областей, захваченных армянскими националистами. Судя по всему, маргинальные проиранские ячейки в Азербайджане и в заблокированные друзьями иранских аятолл вот уже более 3 десятилетий азербайджанской Нахичевани расшевелились по приказу из Гума и Тегерана. И в итоге в последние дни неожиданно появились провокационные вбросы относительно претензий Ирана на Нахичевань. Да и армянская дезинформационная машина не останавливалась до сих пор ни на минуту и работает на эти вбросы. В распространенном 7 ноября 2022 года заявлении Службы государственной безопасности Азербайджана говорится: в последнее время в ряде социальных сетей так называемым Нахчеванским народным движением Ирана, являющимся фиктивной организацией,
опубликовано обращение от имени местного населения, адресованное правительству Ирана, в котором говорится, что якобы по вине азербайджанских властей население Нахчеванской автономной республики испытывает серьезные трудности в вопросах безопасности, науки, продовольствия и желает добровольно присоединиться к Исламской республике Иран. Вместе с тем, они обращаются к правительству Ирана с просьбой о размещении на территории Нахичевани иранских вооруженных сил, говорится в сообщении. Служба государственной безопасности заявила, что эти провокации, целенаправленно направленные против Азербайджана, серьезно расследуются и принимаются соответствующие меры. Публикация подобной чепухи и провокационной информации известными кругами, стоящими на враждебной позиции по отношению к нашей стране, неприемлема и вызывает у наших граждан чувство отвращения. Азербайджанское государство и его политическое руководство являются гарантом безопасного и благополучного проживания населения на всей территории страны, в том числе в Нахичеванской автономной республике, которая является ее неотъемлемой частью, подчеркнули в Службе государственной безопасности Азербайджана. Служба государственной безопасности Азербайджана дипломатично прямо не указывает, по какой линии была организована провокация с так называемой Нахичеванским народным движением Ирана. Но учитывая то, что в Нахичеванской автономной республике подавляющее большинство мусульман, шииты и исторически Нахичевань, наряду с Ереваном, были шиитским оплотом той же державы сефевидов, догадаться нетрудно. Провокация подготовлена по духовной линии, а Айталы в Гуме и Тегеране бессовестно эксплуатируют религиозные чувства людей, заставляя их, по сути, ввязываться в самоубийственные для их страны и народа авантюры. А на самом высшем уровне, в Гуме и Тегеране, шаги по дестабилизации в Нахичеване естественно согласовываются с Эчмиадзином, который начал проявлять в последние дни свою активность, в том числе и в непосредственной близости от Нахичевани, возле границы, с которой в Джармуке 7 ноября своеобразным визитом в приграничную зону находился сам недавно награжденный орденом почета Российской Федерации католикос Горегин II. А до этого Горегин II откомандировал главу Тавушской епархии Армянской апостольской церкви епископа Баграта Галстаняна на реваншистский митинг в Ереване 5 ноября 2022 года. Именно епископ Баграт Галстанян начал так называемый общенациональный митинг реваншистов на площади Франции в Ереване молитвой и словом благословения. Армяне всего мира, как бы не были сломлены, имеют право иметь права, поскольку на нашей земле крови пролито больше, чем использовано воды для орошения, и это право неоспоримо. Арцах никогда не будет в составе вражеских государств, заявил Баграт Галстанян, давая понять, что Эчмиадзин не признает международно признанных границ на Южном Кавказе и суверенитета Азербайджана над Карабахом. Получается, все взаимосвязано. Эчмиадзин, даже когда официальный Ереван, пусть нехотя, но идет на подписание мирного договора с признанием территориальной целостности Азербайджана, продолжает претендовать на Карабах. ГУМ через свою агентуру явно начинает претендовать на Нахичевань, хотя официальный Тегеран вроде бы таких претензий не выдвигает. Это означает, что пересмотр границ может начаться по линии духовенства, а это чрезвычайно опасно и чревато новыми кровопролитиями.